3 кота. Два кота. И одна кошечка. Мяу. Кулинарное шоу. Однажды утром Коржик, Карамелька и Компот ждали завтрака. Котятки, за стол. Опять каша. Мы ее каждое утро едим. Скоро каша у меня из ушей полезет. Ну, каша очень полезна. Так что завтракайте, а я сбегаю в магазин и куплю вам что-нибудь вкусненькое. Эх. Хотите вкусно поесть и порадовать близких? Мы готовим потрясающие блюда. Смотрите по субботам наше кулинарное шоу. Вау! А давайте устроим свое кулинарное шоу. Да, приготовим самый вкусный завтрак в мире. И угостим маму с папой. Здорово! Миу, 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 миу. Котята достают из холодильника все, что они любят. Что приготовим на завтрак? Давайте сделаем пирожки с вареньем. Ну, для пирожков с вареньем нужно намесить и раскатать тесто. А мы этого не умеем. Тогда давайте сделаем запеканку с колбасой. Но мы же не умеем пользоваться духовкой. О! Завтрак слегка подрумянился. Может, нам вообще закрыть наше кулинарное шоу, раз мы ничего не умеем? Я знаю, что надо делать. Мы приготовим салат. Для этого достаточно просто перемешать все продукты. Котята начинают готовить салат из сыра, кильки, молока, джема и чего-то еще. Ой, а что это вы тут устроили? Мама, сейчас будет кулинарное шоу. Мы приготовили на завтрак самый вкусный салат в мире. Сейчас мы все вместе будем его пробовать. Надо же, очень интересно. А тут как раз проснулся папа. Доброе утро! А что у нас на завтрак? Кулинарное шоу от наших котят. Дорогие телезрители, попробуйте наш салат «Три кота». Ау! Ам? Ну, для первого раза очень даже... Господи, что это? Это же несъедобно. По вкусу как козявки. Но почему салат такой противный? Мы же положили в него все самое вкусное. Молоко, рыбу, бананы. Соленые огурчики, колбасу, джем. И еще сахаром все посыпали. Они хотели отравить родного отца. Думаю, лучше смешивать только те продукты, которые сочетаются по вкусу. А если просто перемешать все, что нравится, то ничего хорошего не выйдет. Это точно. А что, если нам позавтракать кашей? Да, я тоже хочу кашу. И я! А то мы из-за нашего кулинарного шоу совсем голодные. Ага. Будет вам каша. А это я, пожалуй, унесу. Дорогие телезрители, попробуйте кашу 5 котов. В нее вы можете добавить варенье, мед, изюм, орехи или сухофрукты. И от этого она станет еще вкуснее. Ура! Миу, 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 миу. Вот так завтрак превратился для котят в настоящее кулинарное шоу, где каждый может приготовить свою особенную кашу. Музыкальные инструменты. Однажды котята смотрели по телевизору репортаж о музыкантах. Мы разъезжаем с концертами по всей стране, и у нас куча фанатов, которые нас любят. Быть музыкантами так круто! Давайте тоже создадим свою группу. Да, будем давать
всему миру. И у нас будет много фанатов. Здорово! Миу, 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 миу. Но игрушечные инструменты вряд ли подходят для настоящей группы. Котята хотят попросить музыкальные инструменты у своих друзей. У Бантика можно одолжить скрипку. Только осторожно со скрипкой. И смычок не сломайте. А смычок и не нужен. Я буду играть на скрипке, как на электрогитаре. Нет, со скрипкой так обращаться нельзя. Котята пришли к Нудику, у которого есть бубен. Нам нужно много настоящих барабанов. И чтобы они по-разному звучали. У меня есть только вот этот бубен. А что есть у Лапочки? Вот, синтезатор. О, это то, что нам нужно. Ага, вернем после репетиции. Стойте! Я думала, вы тут будете играть. Отдать его я не могу. Он мамин. Котятки, а что приуныли? Мы хотим стать музыкантами, а нам не на чем играть. Так, где-то здесь должна быть наша гитара. Ага. Ой! Будьте здоровы, котятки. А что вы делаете в подвале? Папа ищет гитару для нашей музыкальной группы. Нашел! Нашел гитару! Ой, только на ней все струны лопнули. Ну все, не хочу я быть музыкантом без инструментов. Погодите, на гитару можно натянуть новые струны. Ой, 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 о! Ого! Это было как соло на барабанах. При желании любой предмет можно сделать музыкальным инструментом. Ух ты! Я знаю, что надо делать. Котята создают музыкальные инструменты из разных предметов. Браво, котятки! У вас уже есть первые фанаты. Это мы с папой. И я натянул на гитару новые струны. Здорово! Миу, 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 миу. Давайте тогда сыграем все вместе. Миу, 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 миу. Миу, 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 миу. Миу, 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 миу. У котят с мамой и папой получилась замечательная музыкальная группа. И все благодаря фантазии и таланту. Интервью. Однажды мама ждала в гости журналиста, чтобы дать ему интервью для городской газеты. Мамино интервью смогут прочитать все жители города. А давайте мы тоже возьмем у мамы интервью. У мамы еще у кого-нибудь и напечатаем их в своей газете. Здорово! Миу, 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 миу. Карамелька берет интервью у Лапочки. Вот красивый цветок. А вот этот еще красивее. А вот этот самый красивый. Но не такой, как этот. Сажик, расскажите нам о ваших увлечениях. Эту маску я сделал из картона. Вот. А картон вырезал из коробки. А коробка была от телевизора. Вот.
А ножницы мне дала мама. Запись пошла? Меня, как дизайнера детской одежды, очень радует моя новая коллекция цветных плащей. Обратите внимание на эту модель. Она скроена из специальных материалов, предназначенных только... Ой, Потому что я использую только натуральные ткани. Хлопок, лен и другие. Хлопок, лен и другие. Особенно трудно подобрать цвет. Но самое интересное – это фасон. вообще не интересно и ужасно долго. И у Лапочки тоже. От этих цветов уже в глазах рябит. Сажик тоже много-много всего неинтересного рассказал. Может, лучше не будем это печатать в нашей газете? Нет, будем. Просто надо сделать все интервью поинтереснее. Точно. Например, написать, что у Лапочки дома растут дикие джунгли. И написать, что Сажик живет в черной-черной комнате. Компот, садись на диван. А где он? Да вот же, черный диван, рядом с черным столом. Ой, Да, а про мамины плащи напишем, что они делают котят невидимками. На таких плащах и грязи не видно. Котята напечатали газету на папином принтере. Свежие газеты! Свежие газеты! И тут приехал журналист, которого ждала мама. Добрый день. Добрый день! Свежая газета. Интересно. Здравствуйте. Вы, наверное, приехали взять у меня интервью? Конечно, ведь ваши плащи-невидимки станут сенсацией. Я уже вижу заголовок «Детская одежда будущего». Какие плащи-невидимки? Так вот же. Или что, в этой газете что-то напутали? про меня точно напутали. Я выращиваю красивые цветы, а не дикие джунгли. А я рассказывал, как надо пугать, а вы это не написали. И комната у меня не черная-черная. Ну да, мы все это сочинили, чтобы ваши интервью стали поинтереснее. Но всем интересно читать интервью как раз потому, что из них можно узнать правду. Ну вот, зря мы все это выдумали. Я знаю, что надо делать. Котята и журналист пишут совместную статью в городскую газету и выбирают для нее только все самое интересное. Ого! Ваши интервью напечатаны в городской газете? Здорово, что Лапочка играет своим цветам колыбельную на ночь. А я теперь знаю, отчего паук Сажика так прыгает. И вы нарисовали к маминому интервью столько картинок? Все интервью получились такими увлекательными, а главное, все написанное правда. Вот так котята поняли, что в хорошем интервью правда гораздо важнее выдумки. Проснуться вовремя. Однажды Лапочка попросила котят помочь ей подготовить подарок на день рождения ее мамы. Я хочу показать маме спектакль про Золушку. Я буду красивой Золушкой, а остальные роли сыграете вы. Я буду принцем, Компот королем, Карамелька феей крестной, а Горчица сыграет злую мачеху. Это я могу. А где у нас будут репетиции? Думаю, наш домик на дереве отлично подойдет. Здорово! Миу, 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 миу. Времени на подготовку спектакля осталось не так много. И вечером котята уже трудились над своими костюмами. Утром котята пришли пораньше, чтобы начать репетировать. А где Лапочка? Я из-за нее так рано встала. Простите, я выключила будильник и снова уснула.
готово. О, у меня дома готов обед, так что я пошла. Значит, репетируем без мачехи. Но я выучила только начало спектакля, как раз там, где мачеха. Перенесем все на завтра. На следующее утро Лапочка опять опоздала. Никак не проснуться вовремя. А еще у меня скоро урок танцев. Придется играть быстро. Золушка, ты должна разжечь платье, заштопать фасоль и перебрать печку. Что? Ты, кажется, все перепутала. Ой, добро пожаловать на бал. Вот ваша хрустальная туфелька. Слишком рано. Выучите свои роли получше. И завтра отрепетируем нормально. А я уже опаздываю на урок танцев. На следующее утро Лапочка опять опоздала, а до дня рождения мамы осталась всего одна репетиция. Примерьте эту хрустальную туфельку. Туфелька в самом конце. Как мы сыграем спектакль, если вы совсем не готовы? Если бы ты не опоздала, мы бы нормально репетировали и давно были бы готовы. Вы правы. Но я не знаю, что делать, чтобы не проспать. Может, тебе вообще не ложиться спать? Но тогда Лапочка может заснуть прямо на сцене. А может, поставить тебе самый большой в мире будильник? Ну где мы найдем такой будильник? Я знаю, что надо делать. Надо сделать так, чтобы Лапочке было непросто дотянуться до будильника и выключить его. Пока она до него доберется, она точно успеет проснуться. Спасибо, я попробую. На следующее утро котят ждал сюрприз. Ну где вы так долго ходите? Давно пора репетировать. На этот раз котята успели все выучить и подготовить. Сударыня, вы торопитесь? Я должна быть дома вовремя, но мы обязательно встретимся завтра. И я точно не опоздаю. С днем рождения! Спасибо, котятки! Чудесный спектакль! Как вам удалось так все подготовить? Ведь Лапочка у меня такая Соня! Спасибо котятам. Теперь я знаю, что делать, чтобы просыпаться вовремя. Здорово! Миу-миу-миу-миу! Спектакль очень понравился маме, а Лапочка больше никуда не опаздывает. Таинственный тортоежка. Однажды папа испек замечательный торт. Какой красивый тортик, Котя! Так бы и съела. Мы съедим его за чаем после обеда, а пока пусть пропитается кремом. Здорово! Миу-миу-миу-миу! Надо найти в кладовке специальную крышку, чтобы накрыть торт. Коржик решил рассмотреть тортик чуть-чуть поближе. А потом решил чуть-чуть попробовать. А потом... Кажется, эта крышка подойдет. Ой, а куда подевался торт? Действительно, он же был на тарелке. Может, Коржик его съел? Нет, это не я! Это тортоежка! Кто? Тортоежка? Никогда про таких не слышал. И как же он выглядел? У него был плащ в горошек, железная шапка и фиолетовые рукавицы. А еще он ухал, как сова. Съел торт и куда-то убежал. Значит, тортоежка где-то в доме. Надо найти его, пока он еще чего-нибудь не натворил. Точно! Все принялись искать таинственного тортоежку.
За диваном тоже нет. Ой, а откуда тут ложка? Наверное, ее Тортоежка тут забыл. Я еще там посмотрю. Тортоежка только что был здесь и убежал в мамину комнату. Тортоежка, ты тут? Сюда! Я нашел следы. Кажется, Тортоежка наступил на мел. Почему-то у него обе ноги левые. А еще он таинственным образом переместился сюда из маминой комнаты. Эти тортоежки очень таинственные и странные. Не поверю, пока сам его не увижу. Ладно. Кажется, Тортоежка решил стать вареньеежкой. Так, наш Тортоежка нашелся. Коржик, что ж ты сразу не сказал, что съел торт? Я думал, вы будете сердиться. Простите. Мы не сердимся, Коржик. А варенье-то вкусное. Ага, А тортик тоже был вкусным. очень вкусно. Я знаю, что надо делать. Пусть Коржик сделает новый торт, а мы ему поможем. Хорошая идея, а я вас научу. Здорово! Миу, 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 миу. Ну что, как всегда, всем по кусочку? Ага, и один лишний кусочек пусть останется. Да, вдруг к нам на чаек зайдет Тортоежка. Вот так котята поняли, что тайное всегда становится явным. И лучше говорить только правду. Новый год. Однажды Коржик, Карамелька, Компот, мама и папа готовились встречать Новый год. Котятки, сегодня вы можете не ложиться спать в 9 вечера, а дождаться полуночи. И впервые в жизни встретить со взрослыми Новый год. Ура! Миу, 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 миу. Не ложиться в 9 спать, не ложиться в 9 спать. Новый год наступит, когда эти стрелки будут вот тут. Надо только немножко подождать. Прошло 5 минут. Ну долго еще ждать, что-то мне скучно. Чтобы не скучать, можно помочь маме. Мама, можно тебе помочь? Спасибо, мои хорошие, но я и сама справляюсь. Тогда поможем папе. Папа, тебе помочь? Спасибо, котятки, но я буду готовить на улице фейерверк. А это занятие для взрослых. Тогда давайте смотреть телевизор. С ним время пролетит незаметно. О, наш сериал про пиратов. Класс! Но тут часы пробили 9. Ой, мы чуть не заснули. Это из-за телека. Да нет, просто мы привыкли засыпать в 9 вечера. Но я не хочу проспать Новый год. А давайте поставим на голову ведерки с водой. Чтобы их не уронить, мы точно не уснем. А если вдруг уроним? Ай. А мокрыми нельзя встречать Новый год. Ведь как его встретишь, так потом весь год и проведешь. Тогда можно выйти на улицу. На морозе нам спать не захочется. А вдруг мы так замерзнем, что не отогреемся до Нового года? Я знаю, что надо делать. Давайте будем упаковывать подарки, которые мы приготовили друзьям. И тогда мы точно не заснем. Упаковывать новогодние подарки – очень интересное занятие.
но и довольно утомительное. Коржик, карамелька, компот. Пора готовиться. Ах, вы мои новогодние подарочки. Давай уж не будем их будить. Эх, жалко. Ну ничего, следующий Новый год уж точно вместе отпразднуем. Оказывается, Карамелька завела будильник, чтобы не проспать Новый год. Доброе утро. Ой, мы что, проспали Новый год? До Нового года еще осталось полчаса. А я уже отлично выспался. 8, 9, 10, 11, 12. С Новым годом! С Новым годом! Миу, 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 миу. Котят пришли поздравить их друзья. С Новым годом! Котята обмениваются подарками. А еще папа обещал устроить салют. В новогоднюю ночь котята дарили друг другу подарки. Любовались фейерверком, веселились, и им совсем не хотелось спать. Домик на дереве. Однажды папа вместе с котятами мастерил скворечник. О, домик для птичек готов. Осталось повесить его на дерево. Да, на таком дереве можно не только скворечник повесить, но и целый дом для котят построить. Помню, когда я был маленьким, я очень хотел иметь домик на дереве. Ого, это, наверное, так здорово. В нем можно принимать гостей и играть в разные игры. Котятки, а почему бы мне не построить домик на дереве для вас? Итак, как будет выглядеть домик? Как замок принцессы с башенкой Угу. и с крутой горкой. Угу. И с удобной лестницей. Понятно. Сделаем вам прочный домик с башней и горкой, к которому приделаем лестницу. Вот такой. Ура! Миу, 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 миу. Папа и котята принесли все, что нужно, чтобы построить домик на дереве. Спасибо за помощь, котятки. Дальше я сам. А вы постойте в сторонке. Детям на стройке находиться опасно. Ой. Ой. Но построить домик на дереве, оказывается, не так-то просто. О, надо придумать, как помочь папе. А давайте сделаем ему крылья. Тогда он сможет строить на лету, как птички. Кар-кар. А как он будет забивать гвозди, если ему все время надо махать руками? К тому же он быстро устанет. А может построить домик на земле, а потом поднять его на дерево? Ну как папа поднимет на дерево целый дом? Я знаю, что надо делать. Надо позвать на помощь папу Сажика. Он ведь строитель, и у него есть подъемный кран. Сажик и его папа приехали на стройку. Привет!
Если надо что-то поднять, кричим «Вира!». Вира! А если отпустить, кричим Майна. Правильно. Майна! Вира! Майна! Вот так, благодаря всем, домик на дереве наконец-то построен. Здорово! Миу-миу-миу-миу! С новосельем! Лапочка, Нудик и Гоня нарисовали плакат. Котятки, а вы не забыли один старинный обычай? Какой обычай? В новый дом первым принято запускать кота. Кто будет первым? Я первый! Юху! Как здорово иметь собственный домик на дереве. Но еще лучше, когда дом полон гостей. День черного кота. Как-то раз котята с друзьями собрались отмечать ежегодный праздник – День черного кота. Ну, вот и наш черный кот удачи. Сейчас я все подготовлю и начнем. Папа прячет черного кота в тайном месте и делает для котят разные указатели и подсказки. Котятки, если найдете черного кота до 6, то, как говорится, поймаете удачу за хвост в этом году. Ура! Миу-миу-миу-миу! О! 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 Ха! Черный кот здесь! Что-то для кота коробочка маловато. О, мой свисток! Какой красивый, блестящий. Похоже, это какая-то загадка. Может, в него надо свистнуть? О! Нам нужен этот свисток. Ха, тут подсказка. Малина. Понятно, нам нужен куст малины в парке. Папа устроил котятам непростое испытание. Но, наконец, они нашли последнюю подсказку. Ха-ха, черный кот спрятан где-то в нашем доме. Побежали скорее! Стойте! А где Сажик? Сажик! Может, мы случайно засыпали его в песочнице? А может, его утащила сорока? Помогите! А может быть, он заблудился? Мяу! Я знаю, что надо делать. Надо искать Сажика. Но мы не успеем найти черного кота. И не поймаем удачу за хвост. Сажик наш друг, а друг важнее удачи. Сажик! 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 О, это следы Сажика. Сажик! Помогите, я не могу вылезти из оврага. Тут слишком скользко. Держись!
Эх, я вижу, вы не успели найти черного кота. Просто Сажик провалился во враг. Мы все его спасали. Вот и правильно сделали. Тем более, что Сажик у нас тоже черный кот, и вы нашли его до 6, так что вы все-таки поймали удачу за хвост. А вот и ваш приз. Шоколадные котики с предсказаниями. Здорово! Миу, 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 миу. А что написано на моей палочке? В этом году вас ждет веселье. Вас ожидает много интересного. Рядом с вами всегда будут друзья. Этот год у всех будет удачным, особенно у Сажика. Ведь когда у тебя такие друзья, это большая удача. Успешные гастроли. Однажды котята с родителями после отпуска торопились домой к Новому году. Папа, почему мы остановились? Наверное, мы уже приехали, ура! Ура! Ой, это же море. И нашего города что-то не видно. Мы еще не приехали. Сначала нам нужно перебраться на другой берег. Видите? Вон туда. Как же мы туда попадем? Машины по воде не ездят. Не волнуйся, Компот. Машину мы сдадим в пункт проката, а дальше поплывем на пароме. И уже вечером к Новому году будем дома. Здорово! Миу, 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 миу. До отплытия парома остается 2 часа, и на это время багаж можно оставить в камере хранения. Вы не подскажете, где можно купить билеты на паром? Вот в том автомате на пристани. Но поторопитесь, билеты под Новый год разбирают быстро. Да, мамуля, мы уже на причале. Купим билеты на паром и к празднику будем дома. Ого, какая очередь! Надеюсь, нам хватит билетов. Очереди такие скучные. Наконец-то! Ой, кажется, я оставил кошелек в чемодане в камере хранения. Надо скорее его забрать. Кисуля, ты не помнишь, какой код я вводил? День рождения карамельки не подходит. Попробуй день рождения Коржика. Не подходит. И день рождения Компота тоже. И даже дата нашей свадьбы. А может быть, ты ввел дату Нового года? 31 декабря? Ха-ха, точно! Умница, карамелька! Зато теперь нет очереди. Как хорошо. О, нет. Билеты закончились. Так я и знал, мы не успеем домой к Новому году. А давайте устроимся на паром в команду. Морякам билеты не нужны. У меня даже тельняшка есть. Тельняшка не делает тебя моряком. Нас не возьмут в команду, потому что мы маленькие. Тогда давайте построим плот. Плотом управлять легче. Наверное. На плоту нас может унести не домой, а куда-нибудь в другое место. Внимание! У причала продолжается конкурс музыкальных талантов. Победители получат билет на паром до Катаполиса из рук самого капитана. Я знаю, что надо делать. У нас же есть инструменты. Давайте выступим на конкурсе с нашей песенкой и попробуем выиграть билеты. Давай. Где-то за лесом и за холмом дом, милый дом. Молодцы! Мы до него долетим, доплывем. Или пешком. Рядышком сядем и запоем. Он, ты и я. Что согревает наш милый дом, наша семья. Я, ты, все мы вьюгом назло. Среди зимы свет и тепло. Свет и тепло.
Спасибо, спасибо. Спасибо. Несомненно, это было лучшее выступление. Добро пожаловать на борт и с наступающим Новым годом! Здорово! Миу, 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 миу. Вот так котята поняли, что хорошая песня может выручить даже в самой непростой ситуации. Прогулка с папой. Однажды папа повез котят покататься на снежных склонах. Классно, что мы гуляем сегодня с папой. Ага, можно делать все, что захотим. Здорово! Миу, 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 миу. Но вы должны меня слушаться, ведь к обеду нам надо вернуться домой. О! В парке так много снежных горок. Какую же выбрать? Я хочу на эту горку. А я хочу вон на ту. Нет, давайте туда. Котятки, у нас всего пара часов. Тогда давайте скорее. Время пролетело незаметно. Котятки, не лежите на снегу. Ой. А вообще, нам уже пора домой. Нет, мы же еще не съехали с самого большого склона. Ну, хорошо, съедем разочек. Чтобы забраться на большой склон, папа и котята едут на специальном подъемнике. Ух ты! Ого! Фу! Коржик, надень шарф, тут сильный ветер. Ну, пап, не жарко, и нет никакого ветра. О! Ну вот, надо было меня слушать. Теперь еще и шарф доставать. Едем скорее. Интересно, если я там внизу упаду в снег, я превращусь в снежный ком. Ой. Ой. Вот будет смешно. А далеко ли можно укатиться с этой горки? Круто! Котятки, у нас мало времени. Эть! Классная горка! Теперь надо снять с елки шарф коржика. Только не трясите, а то вас завалит снегом. Ой! Ой! Ха-ха! Что и требовалось доказать. И... Ну, а теперь едем домой. Да? Что? Но котята захотели еще раз съехать с горки. Значит, вы уверены, что мы не опоздаем? Уверены! Но начался сильный снегопад. Интересно, в каком сугробе наша машина? А ведь нам пора ехать. Зеленая, не наша. Синяя, не наша. Красная. Наверное, это наша машина. О, спасибо, что очистили мою машину. Пока! Ну вот, я устал, замерз и проголодался. Я тоже. Надо было слушаться папу и ехать домой, когда он говорил. Хорошо, что вы это поняли, котятки. Но как нам отыскать нашу машину? Я знаю, что надо делать. Папа, нажми на брелок. И как я сам не догадался. Здорово! Миу, 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 миу. Давайте скорее очистим машину и домой. Мама заждалась. К обеду все немного опоздали. Но зато котята поняли, что лучше во всем слушаться взрослых. 3 кота, 3 хвоста, 3 хвоста, 3
3 хвоста.